Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Кто за вами наблюдает? Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Итак, что сейчас у вас происходит? Так, вы такой довольно, знаете, вот эмоциональный человек. Вы живете скорее не умом, да, вот, ну не логикой, а вот чувствами, эмоциями. Вы очень такой эмоциональный, романтичный, может быть, да, вы такой добряк. Ну, то, что думать логически, ну нет, это на втором месте. Вы, возможно, связаны как-то с дорогами. Вот, может быть, вы переехали куда-то, может быть, да, работа связана с командировками какими-то, с дорогами, с какой-то агрессией, может быть, связана ваша работа. То есть у вас по работе, но это скорее проигрывается там, где форма, да, вот там, где может быть форма, вот именно вот эта вот агрессия по работе, да, какая-то вот с военщиной, что ли, связана. Так, что еще? Такой, знаете, вот вы по жизни как будто такой вот живчик, активный. Вы куда-то мчитесь. Разрушение у вас было в жизни, разрушение очень сильное, которое поменяло вашу жизнь на 180 градусов. Причем разрушение внезапное, да, которое, может быть, вы даже не ожидали. Либо же, может быть, мысли и проскакивали, что что-то может быть такого плана, да, но вы не думали, что будет так все печально. Очень такой, может быть, активный вы. Огненного знака, может быть. Знаете, вот вы всецело настроены на новую любовь и на новые отношения. Вот вы ждете новую любовь, вам очень этого хочется. Вы очень надеетесь на новую женщину, но опять же, вы не будете бросаться на первую попавшуюся, да, вот как собака бросается на кость, грубо говоря. Вы не будете, как говорят, менять женщин как перчатки. Нет, в этом плане вы очень перебираете женщин, потому что, ну, как бы уже, я думаю, вы наелись этого. Может быть, у вас и был период еще когда-то давно по молодости, когда вы, ну, более часто меняли партнерш, так скажем, да. Сейчас вам хочется какого-то вот спокойствия, стабильности, что ли, да, вот хочется семьи, хочется любви, что, знаете, вот это потрясающее чувство любить и быть любимым, и это дано не каждому, к сожалению, не каждый даже за всю жизнь, наверное, может найти ту настоящую любовь. Очень часто люди ведь принимают именно вот влюбленность, там какое-то сексуальное влечение, они принимают это все за любовь. А потом удивляются, а почему так быстро браки рушатся, да, почему расходятся люди. Да потому что это была не любовь, а всего лишь влечение. А как известно, сексуальное влечение, оно очень быстро проходит, да, и на одном сексе отношения, тем более семья не строится, ну никогда не строится, даже на суперском сексе, ну нельзя построить отношения. Я думаю, вы согласны, да, напишите в комментариях. То есть вы такой вот, знаете, в надежде, может быть, кто-то в поиске, да, вот вы, может быть, стараетесь как-то вот бывать, да, там, где женщины. Может быть, вы, ну, не знаю, кто-то, может быть, по интернету общается. Ну, то есть вы пытаетесь, может быть, какие-то шаги предпринимать, чтобы познакомиться с женщиной, но это еще не очень хорошо у вас получается. И вам плохо, вот вам одному плохо, да? Кто-то скажет, что да, мне классно, мне не надо ни на кого тратиться. Никакая птичка-мозгоклюйка мне не будет мозг выносить, да. Но все-таки большая часть мужчин, я уверена, что хотят вот именно стабильных отношений, хотят любимую женщину, потому что это здорово, да, когда ты засыпаешь и просыпаешься с любимым и любящим человеком, да, когда ты знаешь, что у тебя есть рядом надежное плечо, когда ты не боишься поделиться со своей половинкой, ни радостями, ни горестями, ни с чем не боишься поделиться. Ты можешь и в огонь, и в воду, и ты знаешь, что тебя поддержат, что бы ты ни сделал, да.
Есть хорошее выражение, да, мне оно очень нравится, что если даже весь мир будет против моего мужчины, я буду стоять у него за спиной и подавать ему патроны. Ну, то есть, да, вот это уже выражение само за себя говорит, что даже если весь мир ополчится, да, то любящая женщина, она будет всегда помогать, защищать, да. Вот как-то так. То есть у вас очень сильное желание есть, очень сильное. Так, да, вы ждете новую любовь. Вас это расстраивает, что, может быть, вот у вас появляются женщины, а потом как-то вот они то ли снова исчезают, вот, ну, не получается завязать новые отношения. Плюс вы еще боитесь обмана, да, вот в новых отношениях. Как-то вот, знаете, вот смешение чувств у вас, вот, и вам и хочется новой любви, и страшно как-то, и боитесь обмана, вот, ну, прошлое не дает вам покоя. Давайте-ка посмотрим, наблюдает ли кто-то за вами или нет. Так. Знаете, вот есть человек, есть женщина, у которой тоже разбито сердце. Вот она наблюдает за вами, знаете, вот где-то вы с ней пересекались. Ну, то есть это могла быть, знаете, какая-то короткая, может быть, короткая встреча, небольшой разговор, могла быть либо компания, но где угодно, там, где есть, ну, то есть вы не один на один с ней общались, там еще были какие-то люди, да. Это может быть по работе, где угодно, да, в транспорте, в магазине. Но как-то вот вы пересекались, вот вы, ну, буквально там, может быть, парой фраз перекинулись. И эта женщина, знаете, вот она как-то вот, она видит, периодически она видит вас. Может быть, это рядом возле вашего дома, да, вот, ну, даже если это, допустим, в магазине. Может быть, вы где-то, может быть, даже живете в одном доме, я не знаю. Ну, как-то вот периодически вот она вас видит, да. Может быть, в окошко даже, и она наблюдает за вами, потому что вы ей понравились. Так. Понимаете, она вот видит, что вы еще находитесь не в том настроении, как ей бы хотелось, вот так скажем, да, вот она видит, что вы еще не очень-то расположены, ну, к более такому тесному, что ли, общению, отношениям с ней. Вот может быть, знаете, какая-то замкнутость есть, может быть, какая-то агрессивность, но что-то в вашем поведении, что ее настораживает. Она боится как бы открыться вам, да, она боится как-то, ну, даже первый шаг сделать. Сейчас довольно часто женщины сами и знакомятся, и первые шаги делают. Но я думаю, вы это прекрасно знаете. Если раньше больше мужчины добивались женщин, то сейчас, наверное, уже женщины скоро будут добиваться мужчин. Главное не сопротивляться. Вот. Поэтому она вот как-то побаивается, что ли, вам открыться. Она даже вот в чем-то она переживает и страдает, что вот у нее не получается с вами. Да, вот как-то застопорилось общение. Вот она почему-то, знаете, она то ли вас грозным таким, серьезным считает. Может быть, у вас внешность такая, вот выражение лица бывает такое серьезное слишком, да, и это, кстати, очень часто отталкивает. Это касается и женщин, и мужчин, да, вот кажется, что человек либо же злой такой, сердитый, либо же не в настроении, но вот как-то она тоже побаивается. Хотя это, в общем-то, знаете, это судьбоносная женщина. У вас с ней туда чуть попозже все-таки должны завязаться отношения. Романтик у вас с ней должен быть. Отношения, которые будут довольно-таки гармоничные. И потом, знаете, вот, скорее всего, туда чуть попозже, пусть время пройдет, вот как-то даже вы сами, наверное, вот вы сами ее заметите, вот эту женщину. Сейчас вы, конечно, может быть, даже если будете напрягаться, вы, может быть, и не вспомните ее, потому что, ну, как-то вы общались с ней, может быть, на своей волне были, да, там перебросились парой фраз как-то мимолетом, мимоходом, вот, а она вас отметила для себя там.
может быть красивый, там ухоженный и так далее, да, там широкоплечий, не знаю. Каждому свое нравится. Но факт тот, что женщина вас отметила для себя, да, вот что-то ей даже во внешности понравилось, да, это уже как бы немаловажно. Вот как-то так. Поэтому, знаете, вот вы ее отметите. Чуть попозже вы заметите эту женщину тоже. У кого-то даже может проиграться семья с этой женщиной туда уже позже. Да, она станет вашей любимой женщиной. Хотя сейчас вы, может быть, даже не подозреваете, кто это, что это. Вот вы опасаетесь, что она снова, будете опасаться, что она снова будет охотница за вашими деньгами. Вы, в общем-то, эта мысль вас и не покидает, если честно. Вот. Но вы с ней живете, с этой мыслью, что все женщины корыстные, рука об руку. Знаете, вот, ну, эта женщина немного другого склада. Но у этой женщины есть деньги, она самодостаточная, она ухоженная, красивая, она может сама о себе позаботиться, в общем-то, она работает, денег у нее хватает. Поэтому у вас будет новая любовь, новые отношения, но немного туда попозже, да, вот все-таки вам надо как-то прийти в себя от ваших страданий, разочарований, и все у вас наладится, и все будет хорошо. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, и всем пока!